Добрый день всем, канал Кубачинское серебро. У нас сегодня обзор. Мы вам покажем серебряную фляжку кубачинскую, ручной работы, естественно. Серия называется Прибой. Вес фляжки 209 грамм, объем 150 миллилитров. Высота фляжки от нижнего основания до верхнего края крышки, а именно так измеряется высота, до верхней части изделия, составляет 13 сантиметров. Ширина 8 сантиметров и 7 миллиметров. Это чтобы вы имели приблизительные представления о ее габаритах, о ее размерах. Фляжка полукруглая, вот здесь это видно, и она двусторонняя. Почему я говорю двусторонняя? Потому что бывают еще фляжки односторонние. Вот здесь лицевая сторона, в данном случае это выпуклая сторона, она всегда бывает с каким-либо узором, за редким исключением бывают полностью глянцевые полированные фляжки. Но это редко. А в основном бывает, если подешевле вы хотите подобрать, тогда берете одностороннюю фляжку. У нее будет узор, рисунок, гравировка только на лицевой стороне. Задняя сторона бывает просто гладко. Соответственно, если двусторонняя фляжка, то там больше работы. Мастеру приходится гравировать и лицевую сторону, и обратную. Поэтому больше работы, соответственно, цена дороже. Давайте начнем с крышки. Верхняя часть крышки тоже с гравировкой и с чернением. Здесь вот мастер вырезал под углом в виде ромбиков. И это все шершавое на ощупь, для того, чтобы когда вы открываете, закрываете, чтобы у вас пальцы не скользили. Такая вот гравировка. Далее нижняя часть гладкая. И вот здесь на нижней части вот два клейма: проба и именник. 875 проба серебра. Полностью вся фляжка серебряная, и вот эта крышка в том числе. Внутри вот вы видите пробковое дерево. Оно специально устанавливается, чтобы фляжка, когда вы ее закрутили, не пропускала напитки. В основном берут, конечно, для крепких напитков, но иногда берут и просто для воды. Набрали, пошли в поход, положили во внутренний карман и пользуйтесь такой фляжкой. Через 2,5-3 часа обычная вода здесь полностью ионизируется. Значит, на самой фляжке, на горлышке, вот тоже два клейма: проба и именник. Все серебряное, горлышко тоже серебряное. Сверху фляжки мы видим вот такой вот растительный орнамент с чернением. Ну и окантовка, тоже гравировка. Все вручную вырезает мастер. Ну и здесь вот чеканка, чернение. И вот основной рисунок — это такие ромбики, лепесточки, края которых сделаны в виде чернения. То есть вот эти вот все края мастер вырезает резцом, засыпает туда порошок, нагревает до 800 градусов, порошок растекается, и на контрасте получается вот такой вот рисунок. Застывшая чернь становится по прочности как камень, никогда она не сойдет, но дает на контрасте вот такой красивый рисунок. Внутри каждой ячейки мастер чеканкой отчеканил вот такой вот узор. Все это, конечно, переливается, сверкает.
Ну и вот эти вот полукруги, обороты, именно вот эти вот повороты, изгибы, это, конечно, очень сложно здесь делать. Но, тем не менее, она вся по кругу вот в такой работе. Очень глубокая чеканка, очень красивый рисунок, гравировка, очень достойная фляжка. Нижняя часть опять-таки вот так вот вся вырезана. Тоже все переливается на свету. Видите, как искрится за счет того, что под разными углами вырезает мастер. Так вот все играет. Очень красивая работа. Поэтому очень популярны они и на подарки. Когда вы не знаете, что подарить, например, человеку, у которого уже вроде бы в жизни все есть, и его ничем не удивить. Вот такая оригинальная фляжка. Это очень оригинальный подарок. И красивый, и дорогой, и на долгую память. Идет все в такой подарочной коробочке. Темно-синий бархат. Так, это погружается сюда. Закрыли. Здесь замочек. Ну и очень красиво на подарок. Ну что ж, более подробная информация у нас на сайте. Заходите. Ссылка на сайт под видео в описании. Также в левом верхнем углу в логотипе тоже адрес нашего магазина. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!